Привет, друзья! Год назад я уже выпускал похожее видео, но хотелось бы рассказать вам о некоторых интересных нюансах. Поэтому в этом видео я покажу вам, как взламывали Nintendo DS с помощью кустарно изготовленной платы. Мы запустим вирусы на консоли и посмотрим на заводские решения для взлома. Узнаем о том, какой флеш-картридж был выпущен первым и к какому стандарту в итоге все прикатилось. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать огромное спасибо Александру, который мне подарил большую упаковку с редкими флеш-картриджами. Руслану, который помог мне плотно закупиться в Китае. И Александру из Беларуси, который помог мне купить на белорусском аналоге Авито 4 очень редких флеш-картриджа. А теперь приступим. Мало кто знает, что эта история началась отнюдь не со взлома консоли, а с решения, которое было принято Реджи Фис-Эме, бывшего когда-то директором Nintendo of America. В своей книге «Играя не по правилам из бронза в руководство Nintendo» он написал, что уговорил японское руководство Nintendo выпустить Nintendo DS с демо-картриджем игры Metroid Prime Hunters. Именно поэтому в комплекте с каждой консолью находился картридж с игрой, который был у всех. И да, это решение значительно упростило взлом консоли, но это стало понятно чуть позже. Для продолжения истории нужно переместиться на другой край Земли. В Голландии жил человек, которого звали Рафаэль Вейк, с ником Dark Fader. И именно из-за него взлом Nintendo DS превратился в интересную историю. То, что он творил, уму непостижимо. Я не знаю, откуда у него было такое навязчивое желание взломать консоль, но в своем блоге он так и написал, что ждет ее, чтобы хакнуть. Вы когда-нибудь задумывались, как вообще можно взломать устройство, у которого нет клавиатуры и которое нельзя подключить к компьютеру? Когда консоль наконец-то приехала из Америки к Dark Fader, то он сделал FPGA-плату, которая перехватывала сигналы между картриджем и консолью. Оказалось, что игра на картридже условно состоит из трех частей. Заголовка, где указано, в каком месте картриджа находится исполняемый файл игры. Зашифрованной части, предназначенной для проверки оригинальности. И файлов игры, там были тексты, картинки, там музыка и другое. Давайте посмотрим на схему картриджа из официальной документации Nintendo. Левый столбец как раз отображает содержимое картриджа, а два правых – это оперативная память консоли. Когда вы включаете консоль, то сначала в оперативную память копируется заголовок картриджа. В нем находилась строка с адресом исполняемого файла игры. Потом идет проверка шифрования, а в конце этот исполняемый файл копируется в оперативную память. Решение Dark Fader по своей простоте оказалось просто гениальным. Он просто подменил строчку с адресом исполняемого файла и указал на такой же исполняемый файл на Game Boy Advance картридже. То есть консоль, пройдя процедуру шифрования, пыталась закачать исполняемый файл игры, но строчку-то она берет из заголовка, а там был уже другой адрес, который ссылался на Game Boy Advance Flash картридж. Все. По сути, лишь заменой одной строчки кода была взломана вся консоль. Там, конечно, не все так просто, но об этом мы поговорим чуть позже. Как вы понимаете, решение Dark Vader с FPGA-платами было очень сложным и громоздким для обычного человека. Здесь бы вся эта на самом деле движуха-то и заглохла бы. Но тут на сцену выходит Natrium 42, который повторил путь Dark Vader и создал свою FPGA-плату. А потом Natrium 42 сделал невероятное. Он разработал плату, которая по своим размерам была не сильно больше, чем обычный DS-картридж, но позволяла сделать все то же самое, что и большая FPGA-плата. Это устройство назвали «Pass Me» или «Пропусти меня», что на 100% отражало его суть. Первоначально Natrium не хотел выпускать в продажу эту плату и просто выложил чертежи в сеть. Однако нашелся добрый человек Lynx, который не поленился и начал продавать эти устройства широкому кругу лиц. Он даже запустил свой сайт по продаже этих плат. Больше всего меня печалило то, что я нигде не мог купить такую плату. По примерным подсчетам их было выпущено около 3-4 тысяч штук, что очень мало. Но в какой-то момент стало понятно, что ее можно попробовать собрать самому. Поначалу мне казалось, что это будет очень тяжело, ведь надо как-то распечатать эти платы, найти нужные чипы и человека, который занимается SMD-пайкой. Но мои опасения не оправдались. На Авито я нашел человека, который заказал мне из Китая 10 таких плат за 950 рублей. А на Алиэкспрессе у меня получилось заказать чипы и Game Boy Color разъемы. Если их подрезать, то получались разъемы для Nintendo DS картриджей. Потом я плюнул и решил сам все спаять. И все удалось. Из 10 плат я угробил 2, пока вырезал их там по размеру DS-картриджа. И сжег один чип, перегрев его. Я решил сделать два пасми. Один без Game Boy Color разъема, ведь первоначально пасми выглядели именно так.
а второй с Game Boy Color разъемом, куда уже просто вставлялся Nintendo DS картридж. Давайте посмотрим, как это работало тогда. Нам нужен был демо-картридж Metroid Prime Hunters, консоль Nintendo DS, PASMI и Game Boy Advance флеш картридж. Вставляем картридж Metroid в PASMI, а последний в Nintendo DS. В слот 2 вставляем Game Boy Advance флеш картридж. Включаем консоль и попадаем в игру. Как вы видите, все очень просто. Это решение настолько простое, что его можно было запускать в продажу. В принципе, Lynx так и сделал. Давайте чуть-чуть затронем минусы такого устройства. У этого способа запуска игр изначально было три проблемы. Первое– это сохранение. Они продолжали храниться на оригинальном Nintendo DS картридже. И вам нужно было подобрать картридж с правильным типом сохранения. Вторая проблема заключалась в том, что проверка CRC рассчитывалась вручную под каждую конкретную игру. Когда мы отправляли данные заголовка в оперативную память, то в конце передавалось значение для проверки CRC. Оно рассчитывается на лету, исходя из содержимого сообщения. В BIOS была для этого специальная функция, правда, о ней узнали гораздо позже. Если это значение было правильным, то все окей. Но ведь, как вы помните, мы вносим изменения непосредственно в заголовок картриджа. А значит, значение CRC уже не совпадало. Именно поэтому первые пасмы были жестко запрограммированы на игру Metroid Prime Hunters. Для решения этого вопроса Dark Vader разработал программу, которая занималась распределенным взломом. Любой человек мог скачать ее и поучаствовать во взломе. Результат был получен примерно через 30 часов. Но при этом суммарное время работы всех компьютеров, а их было более 100, составило 1763 часа, то есть 73 дня. 11 февраля 2005 года Дарфейдер написал, что в принципе тест подтвердил его теории. У него действительно получилось, ведь вскоре он выложил код для прошивки чипа PASMI, который позволял последнему работать с любыми Nintendo DS картриджами, а не только с демкой Metroid Prime. И давайте плавно перейдем к последней, третьей проблеме. С помощью PASMI нельзя было запустить игры от Nintendo, только Homebrew. Изначально сообщество Homebrew программистов, куда входил и Dark Vader, строго следили, чтобы PASMI не использовался для пиратства. Дарк Вейдер даже как-то писал, что пытается удержать всех на правильном пути, и никакого пиратства, мол, не будет. Это вдвойне смешно, ведь буквально через месяц после этой фразы Дарк Вейдер разработает первый коммерческий пасм, который позволит запускать пиратские Nintendo DS игры и поможет Neo Flash создать дичайшую монополию в самом худшем смысле этого слова. Но давайте обо всем по порядку. 6 апреля 2005 года Дарк Вейдер опубликовал заметку. Он намекнул, что скоро появится флеш-картридж для Nintendo DS. А в конце апреля в интернете появился новый сайт команды NeoFlash, где было написано, что скоро начнет продаваться новый флеш-картридж 3 в одном, который будет поддерживать как Game Boy Advance, так и Nintendo DS игры. 5 мая 2005 года этот флеш-картридж поступил в продажу. Давайте посмотрим, что же выпустили ребята из NeoFlash. Комплект NeoFlash поставлялся в очень красивой коробочке. Внутри были первый коммерческий PASMI. Это уже была не самодельная плата, а красивое заводское устройство. Ридер для перезаписи Game Boy Advance флеш-картриджа и сам Game Boy Advance флеш-картридж. Еще тут прилагался кабель для подключения ридера к компьютеру и запасные батарейки для GBA картриджа. Казалось бы, выпустили и хорошо. Но потом начинается самое интересное. Ребята из Neo Flash организовали подпольную группу Golden Sun Team, которая стала выкладывать в интернет оригинальные, но патченные игры Nintendo, которые могли запускаться только с помощью флеш-картриджа от Neo Flash. Проблема была в том, что картридж Neo Flash это полная копия другого флеш-картриджа XG Flash Pro, который стоил в 2 раза дешевле. Отличий не было вообще, но при этом XG Flash и PASMI можно было взять за 120 евро, а комплект от Neo Flash стоил около 240 евро, что, как вы понимаете, составляло существенную разницу. То есть Neo Flash с помощью Dark Fader создали настоящую монополию на пиратские игры. При этом продавали картридж в 2 раза дороже. Тут сразу возникает вопрос, если картриджи были одинаковые, то почему нельзя было запустить игры на XG Flash? На самом деле можно было, если у вас был Magic Key, и только потому, что XG-Flash и NeoFlash были действительно полностью одинаковыми и определялись в программе как одинаковые. Но вы не могли отдельно приобрести Magic Key только в комплекте, а если у вас был комплект, то смысла покупать XG уже не было.
А вот на любых других Game Boy Advance флеш-картриджах уже нельзя было запустить пиратские игры, потому что были заложены программные ограничения. Здесь была еще одна проблема. А как можно было сделать дамп игры? Вы же не можете вставить Nintendo DS картридж в компьютер и скачать оттуда информацию. По состоянию на июнь 2005 года дамп игры сделать было нельзя, ведь не было никаких устройств для этого. Но эта ситуация не могла продлиться долго, кто-то рано или поздно придумал бы какое-нибудь решение. Однако, тут произошло другое событие. В июне 2005 года появилась информация, что Silver Moon Team сделала инструкцию, как делать дампы игр. Для этого нужен был целый набор флеш-картриджей и пасми или консоль с флешами. О ней мы поговорим чуть позже. Первым шагом мы записываем программу damper.nds.gba на Game Boy Advance Flash Cartridge. Дальше запускаем ее на консоли с флешами. Не забудьте вставить Nintendo DS картридж, с которого хотите сделать ROM-образ. Вынимаем Game Boy Advance Flash Cartridge и вставляем GBA Movie Player. Нажимаем А и ждем. Консоль просит вас вынуть и заново вставить Nintendo DS картридж. Так и делаем. Нажимаем А. Все, дамп сделан. Теперь выключаем консоль и вставляем карту памяти в компьютер. Запускаем утилиту Damper. На выходе получаем файл с немодифицированной игрой. Вот так вы могли получить дамп игры. Что самое интересное, выпустил этот дампер никто иной, как Dark Fader. Именно он создал монополию Neo Flash и он ее убил. В то время в IRC-чате Neo Flash можно было прочитать много нелицеприятных слов о Dark Fader от разработчиков Neo Flash. После этого начался расцвет таких устройств. Все, кто могли, начали их выпускать. Например, вот решение от Supercard и Evin. Самое интересное, что эти коммерческие пасми исправили главный недостаток первых кустарных плат. Сохранения теперь записывались на Game Boy Advance Flash Cartridge. Но была тут и проблема другого характера. Nintendo не могли спокойно смотреть на массовое появление таких устройств. Однако перед тем, как пойти дальше, давайте рассмотрим альтернативные способы взлома консоли. У Пасми была одна большая проблема. Эта штука торчит из консоли, что очень неудобно. И разные люди придумали другие способы взлома, которые по аналогии с Пасми назывались флешми и Wi-Fi. Начнем с Wi-Fi. Это была технология, которая позволяла запускать игры на Nintendo DS, транслируя их через Wi-Fi. Главным разработчиком этой технологии был Тим Шуревегин, но началось все с другого парня под ником Metal Sonic 53. Он как-то баловался с программой PictoChat, посылая сигнал в комнату чата. И с помощью программы Network Stumbler зафиксировал сигналы, которые посылала консоль. Оказалось, что MAC-адрес, указанный сверху, принадлежит компании Nintendo, а скорость 2 мегабит в секунду указывала на стандарт 802.11b. Это сообщение репостнули на форуме gbadev.org, и после этого участники сообщества начали изучать, как функционирует Wi-Fi на Nintendo DS. Общение растянулось на целых 34 страницы, и в нем приняли участие такие люди, как Dark Kane, Тим Шуревеген, Dark Fader и другие. В итоге Тим разработал свой драйвер для Wi-Fi плат на чипсете RT2500 и RT2560. После этого пасми можно было не использовать. Давайте посмотрим, как это все работало. Я приобрел старую Wi-Fi плату именно на чипсете RT2500. Установил на нее драйвера, и вот что получилось. В командной строке набираем команду vmb.exe и подставляем значение файла ROM образа игры. С помощью Wi-Fi платы эта программа начинает транслировать игру вовне. Теперь на Nintendo DS мы заходим в меню DS Download Play и спокойно загружаем игру на Nintendo DS. После чего включаем ее и играем. У этой технологии были свои минусы. Кроме того, что нужно было найти специальную плату,
Самый главный минус заключался в том, что записать сохранение было негде, ведь картридж-то не вставлен. А значит, Wi-Fi подходит только для тех игр, где сохранения нет. А теперь давайте перейдем к флешме. С этой технологией было все очень просто. Вы перепрошивали консоль и могли запустить игру без пасми. В консоли нет Nintendo DS картриджа. Вставляем Game Boy Advance картридж, записанный на него Nintendo DS игрой. Включаем консоль. Как видите, запустилась именно NDS игра. У этой технологии был один минус. Чтобы установить флешми, нужно было использовать или пасми, или Wi-Fi. Но были и плюсы. Можно было вставить Nintendo DS картридж, и тогда появлялась возможность сохраняться. Правда, картридж все равно надо было подбирать с соответствующим чипом. И второй плюс. У Nintendo DS Fat появлялась четырехуровневая подсветка, как у Nintendo DS Lite. Подробности о том, как работать с Wi-Fi и как перепрошивать консоль, можно прочитать в статьях на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на два забавных казуса. Был такой картридж, который назывался Dummy. До четвертой версии FlashMe, если вы запускали игру без вставленного картриджа и закрывали консоль, то она не могла уйти в режим сна, а на экране начиналась дискотека. Именно для этого и был нужен Dummy картридж. Это была простая затычка для слота Nintendo DS. И второй казус. На чипе, где была установлена прошивка Nintendo DS, было свободное место, и никто не знал, зачем оно. А раз есть свободное место, то Лупи решил именно туда устанавливать код FlashMe. А потом Nintendo выпустили первую игру, в которой можно было играть по сети. Так вот, оказалось, что это свободное место предназначено для сетевых настроек. И когда первые пользователи запустили демо-версию игры Mario Kart, то код FlashMe стирался, из-за чего консоль больше не запускалась. Запускаем демо-версию игры Mario Kart. Все, попадания в меню достаточно, консоль уже сломана, ведь часть прошивки стерта. Теперь перезагружаем консоль. Как вы видите, она не запускается. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Но перед этим маленькое юридическое отступление. Дальнейшие действия подпадают под состав преступления, установленного статьей 273 УК РФ «Использование вредоносных компьютерных программ». Однако, в соответствии с пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 года номер 37, не образует состава преступления использование такой программы лицом на принадлежащих ему компьютерных устройствах, в том числе в образовательных целях. А поскольку этот ролик именно образовательный и консоли мои собственные, то сейчас я вам покажу, что с ними происходит после того, как вы запустите на них вредоносное программное обеспечение. Кстати, эти трояны разработал и выложил в сеть никто иной, как Dark Fader. И потом он очень долго извинялся за это. У меня они оба записаны на отдельные Game Boy Advance картриджи, потому что они стирали прошивку флеш-картриджей. Давайте начнем с Тайхена. Для запуска мы будем использовать Nintendo DS с установленной прошивкой FlashMe. Вставляем Game Boy Advance картридж и запускаем консоль. Как вы видите, открылось меню с картинками. Предположим, мы насладились зрелищем и выключили консоль. Теперь опять включаем консоль и видим, что она больше не включается. Теперь я предлагаю запустить ROM Loader. Вставляем Game Boy Advance картридж и запускаем консоль. Программа запустилась, на верхнем экране кирпичная кладка и все, больше ничего не происходит. На кнопки консоль не реагирует. Выключаем консоль и опять включаем. Как видите, ничего не происходит, консоль не включает. Что сделали эти вредоносные программы? Стерли часть прошивки Nintendo DS, которая была не защищена SL1. И теперь консоль фактически осталась без прошивки. Такие дела. Давайте теперь вернемся к Nintendo. Появление всех этих способов взлома и коммерческих пасм их очень сильно расстроили. Тогда они предприняли попытку все поломать, начав выпускать Nintendo DS с обновленной четвертой версией прошивки. Да, если вы не знали, у Nintendo DS 7 версий прошивки.
Давайте посмотрим, как определить версию прошивки вашей консоли. Заходим в PictoChat, выбираем любой чат, попадаем в такое меню. Теперь просто вынимаем картридж из консоли и смотрим, какого цвета стали экраны. Как видите, у меня они темно-зеленые, а значит консоль с третьей версией прошивки. В августе 2005 года Nintendo выпустили в продажу Nintendo DS с новыми прошивками. В четвертой версии можно было запускать Nintendo DS игры только из определенного диапазона памяти, который соответствовал Nintendo DS слоту. И все пасми, Wi-Fi и флешми превратились в тыкву. Если вставить первые пасми в Nintendo DS Lite, то ничего не произойдет. К сожалению, на Nintendo DS не писалась версия прошивки, то есть при покупке вы играли в рулетку. Это же была и проблема для комьюнити. Они не знали, как достать консоль именно с новой прошивкой. Но у Луппи, создателя Flashme, получилось купить IQ DS, которая поступила в продажу в 2005 году и точно имела новую прошивку. Он достаточно быстро установил, какие изменения Nintendo внесла в прошивку, и нашел обход этой защиты. К сожалению, для Nintendo они могли изменить только прошивку, но не BIOS консоли, а значит лазейки для взлома оставались. Новое устройство назвали PASMI 2, и теперь запись исполняемого файла игры происходила не напрямую, а из кода, который был записан в SRAM память Game Boy Advance Flash картриджа. Теперь процедура запуска такой игры выглядела так. Мы записываем на Game Boy Advance Flash картридж специальную программу, вставляем его в консоль и запускаем просто как Game Boy Advance игру. Запускаем программу, которая записывала специальный код в SRAM-память этого картриджа. Перезапускаем консоль, вставляем PASMI 2 и спокойно запускаем Nintendo DS игру. В чем была проблема? PASMI 2 программировались под конкретную игру. Если некоторые PASMI 2 шли в комплекте с программатором, как Super Pass 2 или Passkey 2, то другие PASME 2, как, например, EasyPass, программировались в магазине под конкретную игру. А значит, если вы теряли или ломали картридж, то это была большая проблема. Кстати говоря, несмотря на то, что Лупи разработал PASME 2, созданием файлов для чипов занимался именно Dark Fader, который создал на своем сайте целую таблицу с программами и сохранениями для каждой игры. Если в правой части таблицы нет ссылок на файлы, то это значит, что игра не подходит. Кстати говоря, PASME 2 до сих пор работает на консолях Nintendo DS и DS Lite. Но в любом случае устройства PASME были костылями, причем не очень удобными, ведь они обходили защиту, а не проходили ее как оригинальный картридж. Основная проблема заключалась в том, что никто не мог получить доступ к BIOS процессора ARM7, а именно он отвечал за шифрование. Доступ к BIOS был получен только в январе 2006 года, когда Кайсив 2 получил доступ к DevKit SVN. Он написал инструкцию, как сдампить BIOS. И фактически до полноценного взлома консоли оставалось только расшифровать BIOS и понять, что происходит при включении консоли. Это произошло 24 января 2006 года. Мартин Корс обновил свой эмулятор No Cache GBA и добавил в него поддержку Nintendo DS. Сам по себе этот факт не очень интересный, но оказалось, что Мартин Корс обновил свою базу данных GBA Tech, где полностью описал, как работает Nintendo DS. С этого момента начинается обратный отсчет до появления настоящих флеш-картриджей для Nintendo DS. Это произошло не сразу, и между PASME 2 и настоящими флеш-картриджами успели появиться такие устройства, как NoPass. Устройства NoPass не обходили шифрование, а проходили его как оригинальный картридж, что с одной стороны упростило жизнь пользователей, а с другой усложнило. Да, NoPass не торчат из Nintendo DS, но на них, за редким исключением, и не было чипа памяти для сохранения. То есть, если вы покупали отдельное устройство NoPass, то оно бы вам ничего не давало. Именно поэтому продавались коммерческие комплекты, которые патчили игру так, чтобы она сохранялась на Game Boy Advance Flash Cartridge. Например, вот такой Easy Flash комплект. Если смотреть на сам процесс, то ничего особенного не было. Вставляем NoPass в слот 1 Nintendo DS, вставляем флеш-картридж в слот 2. Включаем консоль и попадаем в Nintendo DS меню GBA флеш-картриджа.
Все, отсюда можно сразу запускать игры. Конечно, готовые комплекты NoPass были удобнее, чем PassMe, и их не надо было прошивать. Не надо было думать, какая версия прошивки на консоли. Вставил и играй. Но все равно это было не то. И вот, в августе 2006 года на рынке появился первый настоящий флеш-картридж DS Extreme. Это действительно настоящий флеш-картридж. У него встроенная память и перезаписывается он с компьютера. Поначалу все флеш-картриджи разделились на 4 разновидности. Флеш-картриджи перезаписывали напрямую через компьютер, как этот самый DS Extreme. Флеш-картриджи, которые перезаписывались через Game Boy Advance флеш-картридж, например, как N-Card и DS Firelink. Флеш-картриджи, которые перезаписывались с помощью специального ридера, как G6. И флеш-картриджи с картой памятью, как EasyFlash, AceCard и R4. О последнем я бы хотел поговорить поподробнее. Он вышел в декабре 2006 года и был настолько простым и дешевым, что породил невероятное количество клонов. Есть сайт, где находится много прошивок для R4. Посмотрите, сколько прошивок для клонов R4 было сделано. И это даже не половина. Тут еще нужно понимать, что если вы видите картридж R4, то это может быть клон другого флеш-картриджа. Зачастую это были или DSTT, или Ace Card. А вот так выглядела вторая ревизия оригинального R4. Хотелось бы рассказать вам еще об одном факте. Разные флеш-картриджи для Nintendo DS запускаются далеко не на всех консолях. Если встретить первую ревизию флеш-картриджа Easy Flash 5, то вы увидите, что он определяется консолью как картридж Easy Flash 5. А если вставить Easy Flash 5i, то вы увидите, что он определяется как настоящая игра. Связано это с тем, что Nintendo создали белый список игр. В прошивке Nintendo DSi появился список всех когда-либо выпущенных игр для Nintendo DS. И если наименование вашего картриджа не было в списке, то он просто не запускался. Именно поэтому следующие картриджи использовали уязвимости в играх, а не проходили шифрование, как обычный картридж. Пожалуй, именно на этом моменте стоит остановиться. Дальше появится консоль Nintendo 3DS, и она была взломана именно благодаря совместимости с Nintendo DS картриджами. Но об этом я уже рассказывал в одном из прошлых видео. Поэтому, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео и вы узнали для себя что-то новое. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.